Поиск нефти в настоящее время является актуальнейшей проблемой в связи с тем, что рост потребления углеводородов растет, а новые месторождения находят все глубже и глубже. Если раньше нефть добывали почти у поверхности Земли, на поверхности, или на небольших глубинах, то в настоящее время речь идет о глубинах 5, 6, 7 и более километров. Стоимость бурения для одной скважины может составить до $100 миллионов и больше, в зависимости от условий бурения. Известны геологические, геофизические, геохимические, основные три группы методов поиска нефти и углеводородов. Ну и еще такие методы, как аэрокосмические, разработанные в США. Но для глубокого бурения, для глубоко залегающих месторождений применяются первые три метода: геологический, геофизический и геохимический. Как показывает практика, эффективность этих методов невысокая. Много примеров можно привести. Например, поиск нефти в азербайджанском секторе Каспийского моря. Традиционными методами был получен прогноз о нефтегазоносности на 15 структурах. Только на одной речь идет о Южно-Каспийском бассейне, об азербайджанском секторе Южно-Каспийского бассейна. Только на одной из них, Шах-Дениз, были получены коммерческие запасы нефти и конденсата. На остальных 14 площадях было пробурены скважины, 16 скважин, 7 из которых опробованные пласты были признаны коммерчески неэффективными. То есть запасы нефти и углеводородов там были некоммерческими. А в 9 скважинах вообще у них в разрезе углеводороды не были обнаружены. Общие затраты компаний-операторов составили около $1 миллиарда. Из них примерно 810 миллионов на бурение и где-то более 100 миллионов на геофизические работы. Среди специалистов распространилось общее мнение, что необходимы новые независимые методы поиска нефти и углеводородов для повышения эффективности поиска, чтобы затраты на поиск были не такими высокими. В одной работе, разработанной мною с моим соавтором Нагиевым, опубликовали в журнале «Азербайджанское нефтяное хозяйство. Метод поиска нефти». Здесь речь идет о прогнозировании нефтеносности пластов, залегающих глубже интервалов бурения непродуктивных скважин. То есть, представьте себе, была пробурена разведочная или оценочная скважина, нефтяная или газовая скважина, или нефтегазовая скважина. И в разрезе углеводороды не обнаружены вообще. Но есть признаки или следы рассеянной нефти из залежи, залегающей глубже интервала бурения этой скважины. Если продолжить, допустим, эта скважина вертикальная, и если продолжить эту скважину на глубже, то именно под этой скважиной находится коммерческая залежь нефти. Вот для такого случая был разработан метод. Здесь был применен впервые, была применена функция желательности Харрингтона для прогнозирования глубины и нефтеносности такого пласта. Пласта или залежи, или линзы не имеет значения.
Затем я уже работаю дальше в этой области, задался целью, а если месторождение с коммерческим запасом нефти, вообще нефтеносное месторождение, находится не глубже, а в стороне от ствола непродуктивной скважины, непродуктивной разведочной и оценочной скважины. Можно ли по каким-то признакам определить ее? И в результате вот, был создан мой сайт searchforoil.co и .cc, в который опубликован такой метод. Он называется Search for oil on base of abrasive friction parameter of rocks. Поиск нефти или углеводородов на основе абразивно-фрикционного параметра горных пород. В данном случае мы находим возможность различать следы рассеянной нефти из близлежащей скважины и следы мигрирующей нефти из дальней ловушки. Здесь это подробно написано. И в результате, например, если ствол непродуктивной скважины, нижнюю часть ствола, допустим, пересекает рассеянная нефть из близлежащей пласта, залежи или линзы, а верхнюю часть ствола скважины пересекает мигрирующая нефть из дальней ловушки, рассмотрели такой пример и показали, как и по каким признакам в этой скважине мы можем определить, что вблизи находится нефтеносный пласт или линза. Главное в этой теме, главное, на чем мы основаны, это наши предыдущие исследования, которые позволили выявить, что по мере углубления скважины абразивно-фрикционный параметр снижается. То есть он обратно зависим от глубины скважины. Или, может, не обратно, он снижается по мере углубления скважины. Правда, на это снижение могут воздействовать водонасыщенные или водоносные пласты. В этих случаях, да, именно в интервале залегания водонасыщенных пластов этот абразивно-фрикционный параметр увеличивается. Но, пройдя этот пласт, он снова начинает снижаться до конечного забоя. Остальное, если вас это интересует, вы можете посмотреть сайт, только что мной названный, еще раз я повторю, Search for oil, это все пишется вместе, searchforoil.co.cc. Все. Можете посмотреть. Если вам что-то там интересно, там, если захотите в этой области сотрудничать, пожалуйста, пишите на мой email. Я там написал, какие области сотрудничества в первую очередь можем охватить, можете и другие области сотрудничества. Пожалуйста, я готов сотрудничать со всеми, кто выразит в этом интерес, желание. Спасибо. До свидания.